Друзья, всем привет! Смотрим ближайшие события. Загадайте для себя интересующий вас срок. Это может быть 10 дней, это может быть 7 дней, это может быть месяц, может быть немножко больше, кому сколько нравится. У нас будет 3 разных варианта. Первый вариант – колода Аркус Арканум, второй вариант – Таро Тота, третий вариант – универсальное Таро. Произвольно, так сказать, посмотрим, какая энергия набирает силу, какая энергия теряет силу, вообще к чему готовиться, чего точно не будет в этот загаданный вами срок, а что будет созревать в это время, но появится немножко позже. Ну и в конце посмотрим рекомендацион от книжки малышки, который порекомендует нам основной вектор нашего успеха. Вот прям так. Итак, первый вариант, второй вариант, третий вариант. Нажимайте в тайминге на тот, который вам нравится больше всего, и давайте начинать. Все, кто выбрал первый вариант, всем привет. Так, начнем с вопроса энергия, набирающая силу. Сразу у меня выскакивает солнце, его и будем оставлять. Энергия, которая набирает силу сейчас в вашей жизни, это все, что касается темы семьи, это все, что касается темы вашей личности, ваших стремлений, вашего бизнеса или вашей работы. Вообще ощущение, что главный посыл от этой карты в том, что набирает энергию какой-то элемент, касающийся безопасности, счастья, довольства, успеха и всяческой удачи. Здесь какие-то результаты совсем скоро, наверное, вас будут радовать, потому что, во-первых, вышла парная карта, во-вторых, очевидно, здесь какое-то прям значительное должно произойти событие, которое прям принесет вам чудесное настроение. Так, какая энергия теряет силу? Что у нас теряет силу? А теряет у нас силу энергия предчувствия, предвкушения, какого-то желания, то есть вот что-то такое, чего вы ждали, может быть, энергия каких-то новостей, что-то такое. Вот это все теряет силу. Судя по тому, что у нас сначала вышло солнце, вероятнее всего речь о том, что вы таки получите какие-то положительные, позитивные новости. Что тут у нас? Готовьтесь к какой-то дороге. И непонятно, что будет дальше, но тем не менее готовьтесь к дороге. Так. Ну, давайте, собственно, смотреть. Сейчас я выложу по 5 карт. От них мы и будем отталкиваться. Так. Это у нас будет, к чему вам нужно готовиться. Это у нас будет, чего точно не будет в загаданный вами срок. Что не будет происходить в загаданный вами срок. Так, и что будет созревать в это время, но появится чуть позже? Что будет созревать, но появится чуть позже? Так, уберем вот это вот сюда в сторону пока. Так, ну что, поехали. Значит, что у нас здесь красивое рисуется? К чему готовиться? К чему готовиться? Готовьтесь, наверное, к каким-то, готовьтесь к прощанию с чем-то. Прощанию с чем-то, что вам придется оставить, от чего придется уйти. Готовьтесь к каким-то, ну, наверное, истекшим срокам чего-то. Это могут быть договоренности какие-то, вот, которые закончились, да, пришло время расставаться. Это может быть увольнение с работы, уход с работы. Но причем уход не добровольный, а в силу сложившихся, опять же, обстоятельств. То есть какая-то ситуация, в которой вы сейчас пребываете, в ближайшее время распадется. Готовьтесь к тому, что после того, как вы с чем-то попрощаетесь, что-то окончательно оставите, попереживаете, может быть, где-то там немного, произойдет какое-то новое событие, которое, скорее всего, вероятнее всего, как-то вынудит вас иначе посмотреть на что-то. Опять здесь тоже у нас разрыв каких-то связей, контактов, соединений, изменения ситуации. То, что вам не нужно из вашей жизни, окончательно удалиться. Мне хочется сказать, что вот ваши переживания, которые вы будете испытывать в ближайшее время, загаданный вами срок, на самом деле не будут для вас такими существенными, потому что здесь какая-то новость будет, которая эти переживания, эту утрату как-то нивелирует.
Готовьтесь к тому, что вы с группой каких-то людей будете делать какое-то дело, для которого не подходит обычный способ реализации. Это либо будут какие-то такие действия, не знаю, хитрые, лукавые, может быть, креативные. Это будут какие-то вещи, которые вы будете хранить в секрете. Никто не будет знать о том, что вы здесь с чем-то расстаетесь, что в вашей жизни что-то меняется. Эта история останется глубоко за кадром и не будет касаться никого, кроме вас и кроме тех людей, которые в этой ситуации, ну, не знаю, может быть, важны для вас, может быть, эта ситуация тоже касается их жизни. Безусловно, вы будете здесь находиться в состоянии какой-то поддержки со стороны третьих лиц. Тут какая-то будет у вас поддержка. Кто-то будет вас поддерживать. Готовьтесь к встрече. И опять же, готовьтесь к какой-то дороге. Может быть, у вас здесь, кстати, создастся какая-то ситуация, когда кто-то будет пытаться как-то вас, не знаю, прощупать, может быть, узнать какие-то ваши истинные цели, ваши устремления. Но опять же, мне кажется, что нет, потому что в этой семерке мечей зашита очень интересная история, рассказывающая о том, вижу цель, не вижу препятствий. Да? Вот есть у нас этот замок, и мы найдем способ, как туда зайти, независимо от того, будет это сложно или нет. В общем, готовьтесь к тому, что в ближайшее время ваша жизнь как-то кардинально изменится. У многих на авансцене выйдут важные вопросы, которые касаются недвижимости. У многих на авансцену выйдут какие-то вещи, которые касаются прощания с чем-то. Причем прощание не потому, что вы захотели попрощаться прям с этим, а потому что, скорее всего, обстоятельства сложились так, что приходится с этим прощаться. Но и в том числе ждите какой-то победы. Ждите какой-то победы, ждите какой-то неожиданной вообще, как мне кажется, не знаю, информации, в том числе по семерке мечей, может быть, и по башне, которая как-то вот, мне кажется, даст вам существенный толчок для улучшения вашей жизненной ситуации. Вот я это вижу так. Так, хорошо. Чего точно не будет в обозначенный вами срок? Не будет страхов, не будет никакого момента, который касается рефлексии. Ничего не будет из такого, что уже было в прошлом когда-то у вас. Не будет... Вот смотрите, как интересно, да? Какие у нас интересные здесь стали карты. Значит, точно не будет страхов и переживаний. Не будет ощущения, что, боже мой, земля уходит из-под ног, все плохо. Не будет опять никакого ожидания, не будет никакого осмысления, ничего, потому что, судя по всему, это будут очень быстрые, стремительные события, которые не дадут, вернее, вам возможности даже ни о чем подумать. Не будет ничего такого, что было у вас в прошлом хорошего. Мне кажется, потому что если многие из вас были привязаны, может быть, к своему как раз-таки прошлому или настоящему, видимо, из-за этого, из-за этой сильной привязанности, чтобы вы смогли в полной мере реализовать какие-то свои новые задачи, ваше прошлое должно полностью в вашей жизни раствориться. Не будет никаких острых конфликтов, не будет необходимости с кем-то ссориться, кому-то что-то доказывать, не будет необходимости одерживать какую-то победу или, может быть, какое-то торжество над кем-то. То есть не будет таких вещей, которые будут вводить вас в состояние крайней степени агрессии, ужаса и такой, знаете, инертности, пассивности, как это сказать, паралича, вот так вот, ментального паралича. Ничего здесь такого не будет. А будет именно какое-то ускорение. Не знаю, что это значит. Дальше. Что будет созревать в это время, но появится в вашей жизни позже? То есть, что там будет созревать? Созревать будет окончание всего и вся. Будет созревать получение каких-то, не знаю, документов, решений, может быть, каких-то решений ваших относительно того, что все закончено, мы идем дальше. Будет созревать представление, опять же, о том, как будет складываться моя жизнь. Причем это будет не просто представление, а какая-то фантазия в вашей голове. Это будет какое-то представление, которое подкреплено реальными данными, какой-то реальной информацией, какими-то реальными фактами. Будет созревать приятные очень предчувствия, будут созревать какие-то, мне кажется, такие предвкушения о чем? О знакомствах, о встречах, о приходе, приезде куда-то, куда вы хотите.
В том числе, я бы сказала, будут созревать какие-то предчувствия, предвкушения, в том числе и любви здесь у многих людей, кто выбрал для себя первый вариант. Очевидно, складывается такая интересная история про встречу. Про встречу. Причем не просто про встречу для многих людей, у кого нет пары. Здесь история про знакомство, про формирование каких-то очень интересных отношений. Все это связано с поездками, потому что все-таки у нас тут в любовнике, хотела сказать, боже мой, выходит мир, который говорит, вся прошлая жизнь закончилась. Вот у нас буквально переход, какую-то новую стадию, поэтому первый вариант. Созревать в это время будут какие-то завершения, окончания вашего пути, открытие новых возможностей, новых дорог, причем такими они будут, какими вы их для себя представляли. Очень много будет счастья, радости, удовлетворения, очень много будет воодушевления внутри себя и готовности расположить к себе, не знаю, нового человека или новый коллектив, или новую среду, в общем, что-то такое. А все, что касается вашего прошлого, оно здесь, к сожалению, завершается. Я не знаю, хорошо это или плохо, но мне всегда казалось, и я считаю, что перемены – это круто. Перемены – это круто. Они всегда они дают вам что-то чудесное и прекрасное. Так, хорошо, давайте посмотрим теперь сначала мотивашки, а потом посмотрим, что нам скажет книжка-малышка. Так, на мотивашках у нас выпадает такая интересная история. Ты познаешь великую любовь, не страсть, любовь. Она идет с тобой рука об руку много сотен лет. То есть точно первый вариант говорит, готовьтесь к любви, во-первых. Это может быть в буквальном смысле любовь к человеку. Это может быть любовь к работе, это может быть любовь к дому, это может быть любовь к месту. Неважно к чему. Здесь речь идет о том, что в вашей жизни грядет какая-то большая именно любовь, которая будет вас мотивировать, будет вас толкать на новые какие-то успехи. Так, ну и теперь давайте посмотрим, что нам расскажет книжка-малышка. На книжке-малышке у нас выходит 99-я страничка. Ух ты, на 99-й страничке у нас большой текст, но я его сейчас прочитаю, послушайте его внимательно, потому что в этом тексте наверняка есть какое-то хотя бы одно слово, указывающее вам направление. Причем это отрывок текста. Здесь идет на 3 страницах сказка, которая называется «История». Сказка, которая называется «История». И вот из этой сказки одну страничку, значит, мы с вами прочитаем. Итак, поехали. Он кричит и плачет: «Помоги! Пойди в хлев, выбери самую жирную овцу и забей ее. Позови всех нищих и накорми. Сын и выздоровеет». То есть речь идет о какой-то жертве. Что-то надо сделать, что-то надо принести в жертву. Читаем дальше. Пошел родственник домой, забил овцу, накормил нищих. Как только закончили нищие трапезничать, сын заулыбался и перестал плакать и кричать. То есть жертву принес, сделал то, что нужно было, и все получилось. Дальше читаем. Ночью проснулся ремесленник от дикого крика. Волосы встали дыбом, кровь в жилах застыла. Рядом с ним на кровати лежала убитая и изгнанная старуха, а вместо сына лежал убитый изгнанный старец. В центре комнаты стояла его жена в разорванной рубашке и растрепанными волосами и кричала, что есть сил. Никто не мог ни разбудить ее, ни с места сдвинуть. Крик был такой силы, что на другом конце деревни слышно было. Сбежались все люди, начались крики, своры, паника. Ремесленник в выступлении плакал и звал сына по имени, но он исчез, словно последний луч солнца в ночи растворился. Никто ничего не понимал. Спокойная жизнь деревни нарушилась в 1 секунду, и люди один за другим, дочитая предложение, стали сходить с ума. Ну, слушайте, первый вариант, какая неоднозначная вам попалась история. Так, что я хочу сказать от этого рекомендациона? Во-первых, точно вокруг вас все люди, наверное, будут сходить с ума, но вы ни в коем случае не должны поддаваться ни на какую панику. Что бы ни происходило вокруг вас, как бы странно все это ни выглядело, сохраняйте внутреннее спокойствие. Сохраняйте внутреннее спокойствие, прислушивайтесь к себе, присматривайтесь к пространству, и самое важное, ничего не бойтесь. И самое важное еще, так как в самом начале у нас идет рассуждение в сказке о том, что нужно сделать какое-то жертвоприношение, возможно, действительно вам нужно что-то сделать такое, дабы, так сказать, получить какой-то первый маленький для себя плюсик вашей задачи.
Вот. Ну, а во всем остальном, все переживания, все перипетии, которые здесь описываются в этой сказке, вас лично конкретно не коснутся, да? Напрямую имеется в виду. Вот, будут какие-то определенного рода там истории, специфически, не буду, так сказать, раскрывать интригу сказки, кому интересно, открывайте книжку и прочитайте, но я думаю, что многие из вас ее уже видели. Вот, каких-то ждите новостей, какие-то будут происходить события, связанные с внешней какой-то реальностью, вот. Ну и таким у меня, в общем-то, получился первый вариант. Я вам всем желаю отличного настроения, чудесного. Разгадайте загадку со сказкой. Для этого надо прочитать ее в книжке, потому что там есть важное философское и не только послание. Напомню, что все сказки, которые есть в книжке «Малышки», они мистического характера. Вот. Ну а мы переходим к варианту номер 2. Так, вариант номер 2. Привет, всем привет. Давайте смотреть, что же у вас там есть в ближайших событиях. Так, что-то тоже у нас тут много всего переворачивается в ближайших событиях. Значит, первое сразу выскакивает у нас просто подсказка. Время рождения нового бога, время рождения новой жизни. Это у нас 20-й аркан, Эон. Это ребенок, бог, которому только предстоит повзрослеть. Кто-то встал вот на первый путь. Так. Энергия, набирающая силу в ближайшее время. Загадайте еще раз для себя срок, если кто-то не загадал. Если вам не хватает времени для загадывания срока, нажмите паузу и включайте заново. Энергия набирает силу. Изобилие во всех смыслах. В вашей жизни набирает силу абсолютное, тотальное довольство, счастье, удовлетворение, ощущение, что все вокруг вас прямо-таки наполнено живительной влагой, везде какая-то чистота, искренность, откровенность. В общем, все классно. Вот что у вас набирает силу. Энергия, которая теряет силу сейчас. Теряет силу. Что там теряет силу у вас? Теряет силу у вас... Ну, раз уж десятка пентаклей, я так думаю, теряет силу привычная ваша жизнь какая-то. Вот то, что у вас есть сейчас, это все теряет силу, это все меняется. У многих из вас впереди изменение дохода, у многих из вас впереди изменение, возможно, семейного статуса или образа жизни, в том числе каких-то своих достижений, работ. То есть, очевидно, вы выходите на какой-то новый уровень. Не зря у нас сразу выпал из колоды 20-й Ату, который говорит о том, что ваша жизнь будет новой, не будет она такой, какой она была. Ну и давайте, хотела сказать, ну и давайте смотреть дальше. Так, к чему готовиться в это ближайшее время, которое вы перед собой там поставили, сроки ваши. Так. Чего точно не будет в это обозначенное вами время. И что будет созревать в это время, но появится в вашей жизни уже позже. Так, поехали. К чему готовиться? Так, Хануман выходит у нас. Хануман выходит и говорит: ты умница или ты молодец, ты совсем справишься, все будет хорошо. Смотрите, готовится, во-первых, к отстаиванию своей позиции в хорошем смысле этого слова, готовится к тому, что у вас будет прилив сил, готовится к тому, что у многих из вас, наверное, действительно появится какая-то новая работа, говорит эта карта. Готовьтесь к тому, что все процессы, которые вы в своей жизни инициировали, начнут набирать ход. Такой достаточно очень активный будет промежуток в вашей личной истории. Будете находиться в центре событий, в центре внимания. Надо будет куда-то очень быстро бегать, надо будет занимать настолько активную позицию жизненную, прежде всего внутреннюю, чтобы все люди понимали, что вы человек, который сделал себя сам, в прямом и переносном смысле этого слова. То есть у нас тут такая, с одной стороны, меркурианская история, с другой стороны, вот у нас Хануман, здесь же у нас
находятся эти вездесущие символы бессознательного в виде змей. Готовьтесь к тому, что надо будет быстро прям бегать, быстро, много всего делать. Много всего делать очень классного и заниматься вопросами работы. Готовьтесь к тому, что в вашей жизни появятся денежки. Появится, вы знаете, что, как это сказать, эту девятку пентаклей? Появится ощущение сложившейся хорошей стабильной жизни. У меня все хорошо. Вот так это будет выглядеть. Вы будете опираться и на себя, и на свою работу, и на эту стабильность финансовую в том числе, на эти деньги. Вы на всех парах будете нестись куда-то вперед, дальше к своей какой-то новой мечте. Такое ощущение, что вот прям-таки будете, может быть, вы будете вестником, может быть, готовьтесь в том числе к тому, что к вам придет какой-то вестник. Готовьтесь к тому, что впереди вас ждет какое-то расширение, какое-то улучшение вашего пространства, очищение этого пространства, какая-то сосредоточенность, нежелание ждать, желание вот хочу сделать это прям быстро, сейчас хочу. То есть вот какие-то такие вещи, которые будут заставлять вас, может быть, заставят вас все бросить и куда-то быстро побежать, вот какую-то сделать цель, что-то реализовать. Может быть, в вашу жизнь в том числе ворвется какой-то человек, это будет мужчина, может быть, это будет женщина, независимо от этого рыцаря мечей, он же король. То есть человек, который, у него это как гонщик, у него нет возможности думать и смотреть по сторонам, он смотрит только вперед на дорогу, потому что рядом с ним сидит штурман, подсказывающий ему, куда ехать. Вот здесь такая история, что что-то или кто-то может ворваться, в том числе в вашу жизнь, и сообщить вам вот, что вам делать, быстро как-то делать надо будет, вот быстро какие-то стремительно развивающиеся события, не знаю, что это значит, но в том числе, опять же, повторюсь, готовьтесь к тому, что вы будете исполнять роль человека, которому необходимо быстро что-то сделать. Так, чего точно не будет в это время? Может быть, у кого-то будут поездки, обратите на это внимание. Чего точно не будет в это время? Не будет в это время какого-то внутреннего покоя, релаксации, расслабления, когда можно ничего не делать, когда можно заниматься чем-то своим, тем, что тебе нравится, тем, что приносит тебе какое-то удовольствие. Может быть, здесь не будет наступления какого-то желания, такого вот трепетного внутреннего. Не будет, опять же, неспешной деятельности. Вот я так медленно поработаю, сейчас посмотрю, там, как у меня будет и так далее. Не будет только самостоятельной работы. Мне хочется сказать, смотрите, у нас 2 мага вышло, да? Вот у нас первый, вот у нас еще один вышел. Здесь у нас четко Хануман сидит. То есть божество, бог войны, прежде всего фигура божества, которая помогает достигать своих целей. Вот этот маг в контексте с этим более расслабленное существо. Он сам по себе, ему ничего не страшно, он в каком-то смысле наивен. А здесь человек уже все знает, он ко всему уже готов, ко всему подкован. Поэтому здесь не будет такого, что вы будете расслабленно как-то жить свою жизнь в загаданный вами промежуток времени и как-то вот плыть немножко по течению. Такого не будет. Вы должны быть в тонусе, вы должны держать какую-то контрольную функцию, вы должны как-то вот максимально вкладываться, прежде всего в свою работу и в то, что вас интересует. Не будет довольства с собой вот такого вот, я такая классная, я такая красивая, я такой хороший, я такой вообще молодец, да, самолюбования, ничего этого не будет. Не будет никаких сложностей, не будет никаких сложных, может быть, тем, касающихся, опять же, ваших каких-то дел и ваших каких-то представлений таких очень хороших о жизни, не будет каких-то сложных решений, которые касаются у многих брака и семьи. Если кто-то здесь боялся расставания или чего-то еще, может быть, есть такие люди, то я не вижу здесь историю какого-то расставания. Я не вижу здесь историю того, что женщина, в частности, возьмет и отрежет от себя любимого мужчину. Я не вижу такого. Вот, поэтому не ждите никаких, наверное, проблем, опять же, но и не ждите того, что будет как-то вот леность какая-то будет, не будет лености. Все будет достаточно активно и динамично. Мне кажется, будет даже лучше, чем
в каком-то смысле вы могли себе представить, потому что все-таки здесь вышел маг Хануман, первая карта. Такая вот прям абсолютная, тотальная победа и превосходство над тем, что ты делал ранее. Хорошо, что будет формироваться в это время, но появится позже. Так, формироваться в это время будет какая-то ситуация, которая касается, опять же, рабочих моментов. Будут формироваться какие-то внутренние, может быть, переживания, связанные с тем, что я, может быть, недостаточно активно действую, может быть, недостаточно хорошо действую, может быть, я как-то переживаю из-за каких-то своих похождений, мне почему-то хочется сказать, не знаю почему, вот хочется почему-то сказать похождений. Такое чувство, что здесь готовьтесь к тому, что будет появляться какая-то ситуация, когда какой-то человек, в частности у нас здесь мужчина, будет очень сильно переживать за, и вот в буквальном смысле, за какое-то свое двойное дно. За какое-то свое двойное дно. И вести себя будет именно так, что показывать себя только с лучшей стороны. Только с лучшей стороны. Может быть, здесь не столько даже у некоторых людей будет двойное дно, да, я предположу, что если, к примеру, ситуация касается работы, может быть, здесь будут какие-то переживания, что кто-то из вас будет бояться, чтобы его не использовали, чтобы человек смог получить именно те деньги, которые он заслуживает, те деньги, которых он стоит. То есть, возможно, здесь какие-то вот такие детали будут и нюансы о некоем переговорном процессе с какими-то людьми. Но в любом случае здесь так интересно, я смотрю на эту двойку дисков, и она рассказывает историю, что с одной стороны, готовьтесь к тому, что вы выходите на вот какое-то равнозначное положение дел. Не знаю, здесь какая-то точка будет пересечения. Вот вспомните в своей жизни события, которые происходили некоторое время назад, может быть, или вообще происходили. Вот в ваших событиях всегда есть точка перехода, когда что-то одно очень плавно перетекает в другое. Вот здесь будет такая же история. Ваши начинания и ваши, может быть, страхи, переживания, самобичевания в каком-то смысле очень мягко перетекут наружу, то есть они вам дадут все-таки какой-то большой плюс, они вам дадут какие-то договоренности, они дадут вам какие-то результаты, они дадут вам возможность замкнуться, что ли, в своей жизни, не допускать в свою жизнь какие-то вот посторонние вещи, посторонних, может быть, людей, жить именно вот в том ритме, который для вас привычен, вот как вы привыкли. Здесь такая история. Ну и, безусловно, ждите каких-то открытий. Здесь на авансцену должно выйти что-то скрытое, что-то, что вы хотели, что-то, может быть, что вы смутно представляли или к чему-то шли. Здесь вот какое-то должно появиться в буквальном смысле как дух. Так, хорошо, смотрим мотивашки. Что нам скажут мотивашки? Потому что, как говорится, понятно, что ничего не понятно. Ну, мне, во всяком случае. Поэтому пишите в комментариях, про что бы это могло быть. Так, мотивашки. Ну вот и все. Это был не тот путь. Теперь отдохни и начинай сначала, но по-другому. То есть мотивашки говорят о том, что в обозначенный вами срок, скорее всего, вы можете столкнуться с ситуацией, когда какое-то решение будет получено, какой-то результат достигнут. Но выяснится, что вот что-то было сделано не так, может быть, что-то надо переделать, да, может бросить на вечер работу, пойти домой отдохнуть, а утром возвращаться к ней с какой-то свежей головой. В общем, что-то здесь надо будет переделать, скорее всего, или как-то вот что сделать, доделать, переделать, не знаю. Так, ну переходим к книжке малышки. Что нам подскажет книжка малышка для второго варианта? Говорит нам посмотреть страничку 197. Это практически конец книги. Так, на странице 197 у нас красивое послание под названием «Здравствуйте». Здравствуйте. Иногда так долго ждешь чего-то, потом время застывает, и ты привыкаешь, становишься частью этого ожидания. Однажды ложишься спать и понимаешь, ничего не будет, вообще ничего, все это бесполезно. А утром получаешь письмо, и в нем написано «Здравствуйте, приходите, все получилось».
Господи, ну не прелесть ли, ребята, второй вариант. Ну посмотрите, какая, хотела сказать, какая классная фигня-то получается. Мотивашки говорят о том, что начиная сначала и по-другому. Книжка-малышка говорит о том, что все будет. Все будет, все будет. И здесь у нас все будет. Что формируется, это вот такая история какая-то, которая вот связана с вашими действиями, но прямо и косвенно касается и мотивашек, и книжки-малышки. Мне все нравится. Я надеюсь, что вам тоже. Я вам желаю удачи. Приходите учиться, приходите на консультации. Покупайте книжку-малышку. Пока-пока и до новых встреч. Так, ну а мы переходим к варианту номер 3. Вариант номер 3. Привет. Всем привет. Давайте посмотрим, какая энергия в вашей жизни сейчас набирает силу. Какая энергия в вашей жизни сейчас набирает силу. Давайте смотреть. У меня 2 карточки выходит. Так, а у вас набирает энергию сила смены места жительства, ухода от того, где у вас все закончилось, и переход в какое-то новое, счастливое, довольное место. Вы входите в какой-то очень классный этап в своей жизни, 3-й вариант. Там, где у вас во главе угла будет безопасность, удовольствие, счастье, покой. Какая энергия теряет силу? Вот сейчас, да? Что у вас там теряет силу, чего нет. Статичность. Теряет силу, энергия держаться за то, что есть. Не хочу ничего менять. Не хочу ничего менять. Все, что есть, все мое. Никуда не сдвинусь. Ни на какие предложения не буду соглашаться. Ничего не буду. Пусть будет все как есть. Вот это все заканчивается. У кого-то, может быть, кстати, заканчивается одиночество, между прочим. Даже такую историю я вам тут расскажу. Так, к чему готовиться? Загадывайте срок еще раз, если хотите, пока я раскладываю карты. Так, чего не будет точно? Вот этого у нас не будет точно. И что будет созревать в это время, но проявится позже. Так, поехали. К чему готовиться? 3-й вариант. К чему вам готовиться? Ну, во-первых, готовьтесь к получению денег. Вот возьмете деньги и двинетесь в какое-то новое место. Готовьтесь к тому, что будете соглашаться или разговаривать, общаться с какой-то женщиной. С какой-то женщиной будете общаться. И с помощью этой женщины, судя по всему, или сможете найти решение каких-то своих вопросов, или решение каких-то конкретных проблем. Возможно, эта женщина подскажет вам правильное направление, куда вам идти. Может быть, это женщина вы, если вы женщина, если вы мужчина, значит, обращайте внимание на женщину, потому что она тут станет каким-то ключевым звеном, куда двигаться. Здесь какая-то классная очень откроется дверца в вашей жизни. Вот. У многих людей здесь грядет смена работы, судя по всему. С одной стороны, это будет большое для вас достижение, с другой стороны, какое-то время потребуется на то, чтобы вы там освоились, потому что будет казаться, блин, я ничего не знаю, ничего не умею, зачем мне это нужно. Но в конечном итоге все будет хорошо. Так, чего не будет точно? Чего не будет точно? Угу. Значит, чего не будет точно? Не будет того, что вот так вот сразу с наскока, видимо, вы получите для себя какую-то приемлемую, может быть, зарплату, может быть, получите для себя сразу какой-то авторитет. Не будет такого, что ничего не надо будет делать. Не будет такого, что надо будет какую-то сложную изучать информацию. Не будет такого, что изменятся ваши мечты, потому что вам нужно будет от них отказаться или что они станут неактуальными. Не будет такого, что вы будете одни, что вы не будете знать, что делать, что вы не будете знать, как поступить, какое решение принять. Не будет такого, что кто-то не будет с вами разговаривать или не захочет там... не знаю, может быть, вам помогать или будет как-то закрываться от вас. Ничего такого не будет. Здесь впереди в любом случае новая жизнь. Точно не будет так, как есть сейчас. Вот этого не будет. Не будет так, как вы живете, неспешно, хорошо занимаетесь своей жизнью, своим делом.
вот у вас есть ребенок, или вы сами как ребенок, живете как дышите, условно, да, никакой особенной активности нет, вот все хорошее у меня сейчас есть и есть. Не будет такого, что надо будет как-то бороться за сохранение, может быть, этих вещей. Вот здесь какой-то элемент взросления я вижу, во всяком случае, такого психологического. Ну и что будет созревать в это время? Будет созревать выносливость, во-первых, это очень хороший параметр. Во-вторых, для многих людей здесь будет созревать история, которая касается развития навыков как управления финансами, так и зарабатывания финансов и так далее, потому что у нас здесь король Пентаклей, человек, который умеет зарабатывать деньги, так что будет созревать какая-то ваша самостоятельность для многих людей. Смотрите, у нас здесь вышла пара, будут созревать парные отношения. У кого-то, может быть, здесь будет созревать какие-то очень положительные вещи, которые касаются мамы и папы. У кого-то здесь будет созревать вещи, которые касаются взрослых детей, допустим, сына и дочери, и их мужа или жены, или их партнеров. Какая-то здесь такая история. Вот. Будет созревать необходимость правильно оценивать свои усилия для того, чтобы они приносили большие какие-то результаты. Здесь будет созревать история, что вам кто-то будет оказывать вот поддержку, какую-то безусловную поддержку. Мне кажется, постоянную поддержку для того, чтобы вы получили для себя какую-то вот, ну, может быть, не знаю, уверенность, основательность, что-то еще. И самое важное, что у вас полностью, мне кажется, поменяется жизнь, вы станете совершенно другим человеком, вообще абсолютно. У вас будут какие-то другие ценности, у вас будут какие-то другие представления вообще о жизни, у вас будут совершенно другие взгляды. Здесь какая-то история, что в вашей жизни произойдут какие-то неожиданные очень события, которые полностью вашу жизнь изменят абсолютно. Мне кажется, что вот глядя на этот ряд, мне хочется сказать, что вы получите такую мощную поддержку и заботу, что это в каком-то смысле изменит вас, сделает вас совершенно другим человеком, откроет перед вами возможности. Вот смерть в вашу жизнь будет вторгаться через помощь, через поддержку, через новую какую-то реальность. Вот что здесь будет. Я не знаю, что это значит. Но это какая-то мощная какая-то чистка пространства. Видимо, вам действительно пришло время меняться уже как-то кардинально. Так, хорошо, смотрим мотивашки. Что у нас будет здесь на мотивашках сейчас в качестве рекомендациона? Сегодня отличный день, чтобы взглянуть в глаза своему будущему. Просто сделай шаг к своей мечте, не думай о том, будет или не будет. Просто сделай. Круто. Круто, крутое послание. Мне очень нравится. Очень нравится. Так, а что нам подскажет книжка-малышка? Давайте посмотрим для третьего варианта. Для третьего варианта она нам подсказывает страничку под номером 126. Ух ты! Ух ты! Ух ты, как красиво! Значит, послание под названием «Напряжение». Отдайся своему раздражению. Выпусти на волю демона своей злости. Скажи все, что думаешь. Не можешь сказать – напиши. Не можешь сказать человеку – просто напиши и сожги. Когда есть напряжение, возникает гроза, а потом снова сияет солнце. Наблюдай за природой, и многое в твоей жизни станет спокойнее. То есть прямое указание на понимание цикличности, ритмов. Наблюдайте за происходящим вокруг, поймите, как оно работает, внедряйте это в свою жизнь, будьте готовы действительно к тому, что вот накопленное напряжение в виде раздражения, злости, неудовлетворенности, чего-то еще обязательно нужно выносить наружу в форме каких-то конкретных слов или действий. Вот. Поэтому, может быть, имеет смысл действительно здесь для самого себя или для самой себя принять какое-то решение и выплеснуть эти эмоции, вот, может быть, кстати, в физическую активность. Да? Здесь какая-то, кстати, история, хочу сказать, кто активно занимается спортивными мероприятиями, может быть, на кону какие-то соревнования у кого-то грядут, которые для вас могут быть, ну, с таким вот результатом не очень хорошим, посредственным, но тем не менее даже этот результат станет для вас каким-то определенным шагом к росту вперед. Ну, может быть, не для вас, может быть, для кого-то, кто в вашей жизни занимается какими-то вещами.
интересное. Ну и на этой прекрасной ноте у меня все. Третий вариант рассказывайте в комментариях, про что я вам здесь рассказала. А с вами была Вероника Никитенко из Центра Алхимии. Берегите себя. Пока-пока. До новых встреч.